Берем белую пряжу, будем вязать глаза. Я набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Я поставлю маркер в начало ряда. Вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас 6 прибавок. Провязали второй ряд. В ряду у нас получается 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем 1 столбик, прибавка, повторяем 6 раз. Прибавка. 1 столбик, прибавка. И так до конца ряда. В третьем ряду у нас получается 18 столбиков. Далее 4 и 5 ряд вяжем без изменений. 18 столбиков в ряду. Получается, вяжем 2 ряда по 18 столбиков. Провязали 2 ряда, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Оставляем конец для пришивания. Таким же способом вяжем второй глазик. Такие 2 глазика у нас получаются. Мы их набьем, когда будем пришивать. Перед тем, как пришить глаза, нам нужно сделать для них утяжку. Берем коричневую ниточку. Ну, в принципе, можно любой ниткой сделать. Эти места у нас закроются глазами, поэтому видно ничего не будет. Даже если вы будете черной ниткой делать утяжку. Так, находим места, которые нам нужно утянуть. У меня это примерно вот от последней полупетли, где мы вязали губу, 1, 2, 3 столбика отсчитали. И вот здесь вот так прям палец поставили. Вот это будет место утяжки. Вот здесь и здесь. Вот так мы утянем мордашку. Лучше для этого взять длинную иголочку. Конец нити оставим. Отступили 1 столбик в сторону и снова ввели. Здесь также самое отступили, например, ряд вверх или столбик в сторону и вывели. Подтянули. Снова я столбик в сторону отступлю. Выводим на ряд вверх. Утянули. Повторяем на ряд вниз. И здесь в любое место. Вот так.
Немножко утянули, смотрим, примеряем глаза. Я еще хочу утянуть. И как-то вот так, чтобы тут от места утяжки я в сторону отступлю два столбика. Так же само здесь. И сделаем пошире место утяжки. Так, ниточку оставляем. Поднимусь на ряд вверх и наискосок. Здесь просто на ряд вверх с этой стороны. Вот так. Вот уже более узкая переносица получилась. Мне это нравится. У нас же такой ящер получается. Так, и немножко вверх пойдем. На ряд вверх и наискосок. Вот так сделаем. Здесь, ну, примерно вот так в этом месте вывожу. Это все глазом закроется. Но нам нужна такая площадь не узкая для глазика, чтобы он нормально сел. Ну, на ряд вниз и наискосок сделаем утяжку. И здесь, ну, примерно вот так вот я вывожу. Хорошо утягиваем. Вот прям как у нас получается. Приплюснуто. И теперь, не знаю, утянуть еще, не утянуть. Примерим глаза. Ну, я думаю, можно так оставить. И теперь просто завяжу узелочек. И обрежу ниточки. Пусть они даже торчат, их будет видно. Ничего страшного. Кончики этих ниточек я их проклею, чтобы наверняка, чтобы ничего не распустилось. Вот так. Прям заклею. Ну и с этой стороны тоже добавим клея. Ничего. Зато у нас все будет хорошо. И теперь берем наполнитель, катаем шарик. Это большой, поменьше. Вставляем в глазик. И ставим в место пришивания. Клей там еще даже не подсох.
нам это и не надо. Крепим по краям. В клей не надо туда прям запихивать посередине. Глазик равняем, чтобы он у нас был вот здесь губа и здесь глазик. Наполнителя пока маловато. Когда я пришью больше, чем наполовину глаз, я потом добавлю еще наполнителя. Второй глазик потом прикрепим. Ну да, все. Зафиксировали глазик и пришиваем. Пришиваем, сильно не затягивая никуда, чтобы более-менее кругленький он получился. Глаза пришиты. Вот так выглядит все. Теперь вяжем веко. Цвет коричневый, капучино у меня. Так, оставляем кончик, чтобы его легко было запрятать. И набираем 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И примеряем. Кому-то, может быть, понадобится меньше. 17, 18, кому-то больше. Примеряем как? Вот прямо сюда, под глазик, вот так подставляем, держим и обводим глазик. И должно хватить до следующего уголка. Вот так. У меня хватает. В принципе, даже можно 18 сделать, чуть-чуть подтянуть при пришивании. Но у меня будет 19. Так, и провязываю еще одну петельку, да, чтобы закрепить. Оставляю длинную ниточку для пришивания, вот так, к глазику. И чтобы удобно было запрятать. Так, ниточку вытаскиваем и затягиваем. Вот и все. Таким же образом вяжем второе веко. Связали второе веко, берем булавочку, и я вставляю вот в первую воздушную петельку ее и прикрепляю вот здесь, прямо внизу глазика. Смотрим, чтобы косичка была на лицо, не изнанкой. Так же само в последнюю воздушную петельку еще одну булавку вставляю и креплю вот здесь внизу. Вот так закрепили. Ну вот такие веки у нас получаются. Теперь мы их будем пришивать. Берем иголочку и пришиваем. Вот у нас косичка идет. И мы, ну, в принципе, кому как удобно пришивают, да. Я буду пришивать за вот эти петли, которые ближе к голове находятся. За них и буду пришивать.
А эти полупетельки, они останутся нетронутыми. Только за вот эти полупетелечки. Ну вот, веко пришили. Вот так оно выглядит. Как я говорила, да, полупетли остались нетронутыми. Вот так. То же самое и здесь. Если видно. Вот так. Ниточки прячем, все кончики, чтобы они нам не мешались, нигде не торчали. Коричневой ниточкой, или если вы вязали, ну, например, на ногах когти другим цветом, то цветом когтей вяжем пупырышки. У меня как бы цвет когтей, век и пупырышек одинаковый. Это капучино. Ну, такой коричневый цвет. Так. Я набираю 2 воздушные петли. 1, 2. И во вторую петельку от крючка провязываю 6 столбиков без накида. В одну петельку. 2, 3, 4, 5 и 6. Затянули. Второй ряд вяжем 6 столбиков по кругу. Я еще ниточку буду прокладывать кончик, чтобы закрепить получше. 1, 2, 3. Провязали второй ряд 6 столбиков, и я еще провяжу 1 столбик, чтобы пупырка, ну, чуть-чуть как бы поровнять ее. Можете этого не делать. Я провязываю 1 столбик и дальше уже закрепляю ниточку соединительной. Ниточку закрепили, обрезали, оставили конец для пришивания. И вот такая пупырочка у нас получается. Таких пупырышек вяжем 5 штук. Вот они у меня. Связали. И теперь можем их пришить. Крепим на булавке. Берем любую пупырку, вставляем в центр булавочку. Ну, я начну примерно вот на уровне глаз, да, по центру. Раз, вставили. Вот так. И дальше. Пупырышки только на голове. Поэтому распределяем эти 5 пупырышек примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Только на голове. Сейчас я прикреплю, а потом уже буду расстояние между ними корректировать, чтобы не было так, как бы, ну, больших пролетов таких. И последнее. Как раз где у нас
идет перемена цвета на стыке. Ну, меня все устраивает. Мне кажется, я даже сразу так ровненько их прикрепила. Смотрим. Чтоб не было перекоса, а ровно по центру. Ну, немножко есть. Ну, и тут еще видите, как если покрутить пупырышку, она больше вправо. Если так перевернуть, уже налево переходит. Поэтому крутим, смотрим, чтобы они были строго по центру. Можете немножко ниже, можете немножко выше, как вам нравится, так их и крепим. Прикрепили на булавке, все нравится, и пришиваем. Кончики ниточек прячем. Пупырышки пришили. Вот так это выглядит. Коричневой ниточкой, цвет капучино, вяжем рожки. Я стараюсь вязать их поплотнее, ну как бы туго, чтобы они держали хорошо форму. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую от крючка провязываем 6 столбиков в одну петельку. 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Берем маркер, чтобы ряд не потерять начало. Второй ряд вяжем без изменений. 6 столбиков по кругу, ну точнее по спирали. Третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, прибавка, 2 столбика снова, и прибавка в последнюю петельку. В ряду у нас получается 8 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка, 1. И еще раз повторяем: 3 столбика, прибавка. В ряду у нас получается 10 столбиков. Дальше вяжем 5-й ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Дальше мы будем вязать не вот в эти петли, а в нижний ряд. Поэтому смотрим, да, где у нас должны быть, как бы столбик должен быть. Вот у меня вот здесь получается, где прибавка. И тут, где прибавка, в нижнем ряду у нас же меньше
как бы получается столбиков, да. И там, где прибавка, мы также само вяжем прибавку. Вот я провязала 3 столбика. Теперь в нижний ряд я провязываю прибавку. Можете просто повторять за мной. Провязала прибавку. Теперь 1 столбик. И снова провязываю прибавку. Тоже в нижний ряд. Вот так. Получается, как бы идет закругление. Не в эти петельки, как всегда мы вяжем, а в нижние. Провязали, да? Повторяю. 3 столбика в верхние петельки, как всегда. Потом провязываем прибавку в нижний ряд. 1 столбик и снова прибавку. Это все в нижний ряд. И дальше уже в верхний ряд мы провязываем 2 столбика. И это будет конец ряда. 1 и 2. Так, у нас получается 10 столбиков в ряду. Количество не изменилось. 6-й ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вяжем не в нижние, а как всегда, ну, за верхние петельки. 4 столбика провязали. Теперь прибавку. Прибавка. И еще раз повторяем. 4 столбика, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. В ряду получается 12 столбиков. 7-й ряд вяжем без изменений. 12 столбиков в ряду. Провязали 7-й ряд. Теперь вяжем 8-й ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Мы вязали за верхние петли. Дальше мы вяжем снова не за эти петли, а вот сюда, в нижний ряд. Провязываем 5 столбиков по нижнему ряду. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше за верхние петли провязываем 2 столбика за верхний ряд. Здесь как бы можно провязать, да, вот 3 помещается, но я вот этот пропускаю и вяжу в следующую, потому что нам не нужно 3 провязывать, нам нужно провязать 2 верхние петельки. Вот так. 2 столбика. За счет того, что мы вяжем
как бы в нижний ряд, у нас вот и получается как бы закругление такое идет. Ну, рог немножко закругляется. Количество петель в ряду не поменялось. У нас таких и осталось 12 столбиков. 9-й ряд. В 9-м ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. И снова повторяем 5 столбиков, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так. В ряду у нас получается 14 столбиков. В 10-м ряду вяжем без изменений 14 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот такой рог у нас получается. Ниточку закрепляем, то есть провязываем соединительный столбик, вот так, петельку воздушную, и обрезаем ниточку, оставляя длинный конец для пришивания и чтобы было удобнее прятать кончик пряжи. Таким же способом вяжем второй рог. При пришивании рожки набиваем немножко, хотя они и так как бы хорошо держат форму. Ну, у меня, например, они прям такие стоячие, но все равно немножко набить можно. Находим подходящее место для рожек. Вот я набила немножко рог. Так, и теперь смотрим, как кому нравится, как рожки пришить. Может, они будут смотреть назад, может, они будут смотреть вверх. Ну, вперед как-то не очень, хотя вперед тоже неплохо. А может быть, вниз. Вот так. Это уже кому как нравится. Вот может так сделать. Это все примеряем, смотрим. И от того, как вы, можно сказать, соберете, да, детальки, будет выглядеть не только, как всегда, да, игрушек похожих не бывает, но так вообще у вас будет ваша оригинальная игрушка, не похожа ни на кого. То же самое цвет рожек, да, можно его изменить, можно их с зелеными связать. Ну, например, если отталкиваться от того, какие у меня присутствуют цвета, или зелеными, или беленькими. Ну, если коричневым, вот таким, да, как цвет тела, то понятно, что рожки потеряются. Вот так можно экспериментировать.
подбирать любой цвет. То же самое при пришивании деталек. Примеряем, смотрим, как вам нравится, так и пришиваем. Вот не знаю, может так сделать. Я, наверное, так и сделаю. Будет совсем другой дракоша. Главное, все ровненько. Ровненько пришить. Что-то не так. Далеко. Смотрим со всех сторон. Чем ровнее мы пришьем детальки, пупырышки, рожки, тем красивее у нас получится игрушка. Такой козырик получается. Ну, в принципе, вы поняли, да? Рожки пришиваем кому как нравится. Вот их даже немножко у меня загибаются. Почему и нет, да? Можно так. Можно так. Примеряем, пришиваем, как вам нравится. Все-таки я так оставлю. Я все-таки остановилась на таком варианте. Такие будут рожки располагаться. Так. Ну и теперь осталось связать ушки. Скажу честно, я вначале хотела ему связать зеленые ушки. Ну, как бы листики такие торчат. Потому что год деревянного дракона, да, если я не ошибаюсь. И хотелось более-менее, чтобы вот на деревце такой был похож. Но зеленые ушки ему, ну, совсем никак не идут. И вот коричневые ушки ему больше подходят. Поэтому я буду вязать коричневой пряжей. Вы подбираете ушки цветом под свою пряжу. Какой вариант вам больше понравится? Можете связать сразу несколько вариантов цветов ушек и потом примерять и смотреть, чтобы определиться, на каком цвете остановиться. Так, для вязания ушек я взяла цвет капучино. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2. Во вторую от крючка провязываем 2 столбика. 1, 2. Пока не закончила его, я буду эту ниточку, вот я подлиннее оставила конец, для того, чтобы мне было проще его ввязать в полотно, потом не прятать. Вот 2 столбика. Делаем воздушную петлю и поворот. Во втором ряду провязываем 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавка. Снова проложили ниточку, воздушная петля, поворот, вяжем 3 ряд без изменений, 4 столбика в ряду, 1,
2, 3, 4. Ниточку проложили, воздушная петля, поворот. 4-й ряд. Провязываем в первую петлю прибавку, дальше 2 столбика, 1, 2, и в последнюю петлю провязываем прибавку. Боже мой, у нас тут самолеты летают. Так, ниточку проложили, воздушная петля, поворот. Боже, разбилась вообще. Так, 4-й ряд мы провязали. Дальше вяжем с 5 по 7 ряд 3 ряда без изменений, по 6 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ниточку проложили, воздушная петля, поворот. И так вяжем еще 2 ряда. 6 столбиков сюда, воздушная петля, поворот, 6 столбиков сюда. Провязали 7 ряд, вяжем 8. В 8 ряду провязываем первую убавку. Я просто пропущу вот эту петельку и буду вязать в эту. Такая убавка у нас получится. Дальше 2 столбика, 1, 2. И в конце так же самое, пропускаю вот здесь место для вязания и вяжу в следующую петлю. Еще одна убавка. Можно связать по-другому, как вам удобно. Так, в 8 ряду у нас получается 4 столбика. В 9 ряду вяжем без изменений 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петлю и складываем. Вот у меня воздушная петля с этой стороны. Складываем полотно пополам. Ну, кому как удобно. Кому может удобно в эту сторону его, да, повернуть. Мне удобнее в эту. И вставляем крючок здесь в первую петельку и протыкаем насквозь. Провязываем 1 столбик. И дальше опять вот сюда насквозь и еще 1 столбик. Воздушную петлю делаем, ниточку оставляем для пришивания, обрезаем и закрепляем. Вот такое ушко у нас получается. Таким же способом вяжем второе ушко. Вот 2 ушка. Берем булавочки и смотрим, куда нам лучше пришить ушки. Ну вот, 1, 2, 3, 3 ряда и примерно 1 столбик от губы. Вот так я буду пришивать. Сейчас прикреплю, посмотрю, все ли нравится. И второе ушко. 1, 2, 3, 1 столбик от губы. Пока креплю так, но сейчас буду смотреть, каркас мешается. Буду смотреть, как оно по высоте, одинаково или нет. Вот это ушко пониже у меня выходит. Чуть пониже, поэтому я его прикреплю повыше.
Ну вот примерно так я их и пришью. Ну вот, ушки пришиты. И теперь самый-самый-самый ответственный момент для меня — это глаза. Если у вас нету глазок, да, стеклянных, красивых там, которые сейчас, ну, почти все ими пользуются, многие, не вышивайте нитью зрачок. Если вышиваете нитью зрачок, то постарайтесь сделать это как можно аккуратнее. Но если у вас нету, возьмите просто полубусинки. Или возьмите обычную черную полубусинку и ее посильнее сюда как бы, да, пришейте, чтобы она прям немножко утонула. Но оно... Вот именно глаза, они как бы лицо игрушки, да. Очень легко испортить, какая бы ни была игрушка, именно глазами. Я перебрала все глаза, перемерила все, почти все. Было очень трудно определиться, но я определилась вот с таким цветом, зелененьким. Подобрала как бы под крылышки. Пробовала еще коричневый, вроде бы тоже неплохо, но как-то тускловато, не ярко. И вот я остановилась на таких глазках. Ну, сейчас я их приклею. Ну вот я глазки приклеила. Вот такой дракоша у нас получается, Лаврушкин. Поздравляю вас, у вас теперь тоже есть такой дракончик. Спасибо всем, кто смотрел видео. Спасибо за подписку, за лайки. И до скорых встреч. Пока.